Уважаемые друзья, в этом видео мы бы хотели записать своеобразную инструкцию для клиентов платных сигналов графического анализа. Понимаем, что у нас клиенты с разным опытом, даже с набором знаний различными, конечно, у кого-то больше, у кого-то меньше, поэтому хотели немного обобщить, часто задаваемые вопросы обсудить и более или менее определить некоторые ситуации, благодаря которым, то есть благодаря этим определениям, у нас спорных ситуаций станет намного меньше. Те моменты, когда вы будете говорить, а что здесь нужно было делать. Ну, начнем мы с простого. Торгуем только от оранжевых треугольников. Если, конечно, в видео иного не говорится, бывает иногда, редко, но все-таки случается такое, что рекомендуется торговля от синих треугольников. Но, опять же, говорим, если в видео этого не сказано, то только рассматриваем сигналы от оранжевых треугольников. То есть пробой, тестирование, отбойная свеча, и тогда только будем торговать. Далее, пробой должен быть явным. То есть вот эти пробои нас ни в коем случае не устраивают. Там, где у нас только правая часть своим уголком выступает ниже линии в данной ситуации, нас, конечно же, устраивать не будет. Да, здесь пошло обратное движение, но для того, чтобы получать сигнал, мы должны дождаться еще одной свечи, закрытой ниже. Это уже будет считаться пробоем, и только потом ждем тестирования с обратной стороны. Следующий пункт. Пробой в боковом движении у нас не считается. Это очень опасная ситуация. В принципе, вообще здесь лучше не торговать, а тем более тем, у кого не так много опыта. Ну вот, обратите внимание, здесь какое-то боковое движение шло. Данная свеча открылась ниже линии уже, хотя это ниже не закрывалась. И пошли дальше в боковом движении. Даже сформировалась свеча наподобие отбойной. Но так как мы линию пробили все-таки в боковом движении, здесь сигнала мы вообще не ждали. Пробой нам нужен уверенный, то есть мы подошли к линии и пробили ее вниз. Вот это был бы пробой. А такое боковое вялое движение говорит о том, что на рынке ничего активного пока не происходит. И эта линия просто пробилась из-за того, что время у нас не стоит на месте и движение какое-то происходит, а свечи рисуются, соответственно, просто-напросто оказались уже по ту сторону этой линии. Ее мы по большому счету и не пробивали. Далее. Повторные пробои. Вот обратите внимание, эта линия была пробита, затем цена вышла выше. Уже, конечно, будет очень опасно на втором пробое и формировании отбойной свечи рассматривать варианты входа в рынок. Это опасные сделки. Мы, опять повторюсь, тем, у кого мало опыта, не рекомендуем такие сделки торговать. Это уже на ваш страх и риск, так как здесь нужно чувствовать, насколько важна данная линия, что происходит на рынке и так далее и тому подобное. Как видите, еще один был получен сигнал. Цена хотя здесь и пошла, но затем вернулась. То есть, опять же, лучше, если есть подобные сомнения, что это все-таки второй пробой происходит, мы вышли и выше, цена особо не реагировала в этой точке на нашу линию, точного сигнала мы здесь навряд ли уже получим, а именно его мы и ищем, поэтому лучше пропустить и подождать более хорошего, уверенного сигнала. Далее. Отбойная свеча, давайте посмотрим несколько примеров, что она из себя представляет. Ну вот, одна из последних сделок по доллар-иене. Обратите внимание, пробили, сформировали свечу с черным телом с хвостом сверху. Все, вход в рынок. Еще один пример. Пробили красную линию, тестировали сверху вниз. Здесь хвост снизу более выраженный, то есть это не свеча неопределенности. И только после этого цена пошла уже вверх. То есть вот тоже свеча позволяла рассматривать вход. Даже обратите внимание на пробой. Очень неплохой пробой, закрыт на своем максимуме. То есть уверенный пробой также здесь имеется. Далее смотрим. Опять уверенно пробили линию. И затем только сформировалась отбойная свеча. Конечно, после такой свечи нужно обязательно входить в рынок. Это явный сигнал на вход. И вот еще один пример. Подошли сверху после пробоя. Здесь, обратите внимание, все-таки была свеча неопределенности с длинными хвостами с обеих сторон. После этого вернулись, сформировали свечу с небольшим черным телом с хвостом снизу. То есть после резкого движения все-таки остановились здесь. И цена уже пошла в нашем направлении. Следующий пункт. Это признаки разворота. То есть, что такое признак разворота? Допустим, мы вошли в рынок вот в этой точке на отбойной свече, пробой был нормальным. Но обратите внимание, некоторое время мы никак не могли пойти в нашу сторону. Потом цена все-таки попыталась это сделать. Прошли мы, но здесь прошли порядка 14 пунктов. Кстати, забыл сказать, но сейчас мы обязательно о безубытке поговорим. Так вот, здесь прошли порядка 15-14 пунктов и сформировали вот такую отбойную свечу. Что в этом случае рекомендуется делать?
Если есть место для перестановки без убыток, то есть до цены входа там порядка 10-15 пунктов, то лучше перевестись без убыток. Если нет, то, конечно, нужно быть внимательными, смотреть, как дальше будут развиваться события. Вот в данной ситуации здесь можно было даже выходить по рыночной цене уже и не ждать дальнейшего развития событий. Но посмотрим, бывают ситуации, конечно, каждая сделка индивидуально должна рассматриваться, но мы, опять же скажу, пытаемся просто некоторые ситуации обобщить. Так вот, вы лучше тогда следите, если не можете онлайн следить за данной сделкой, то лучше просто закрыть ее. Если есть такая возможность, смотрите, что происходит. Если цена пошла дальше вверх, вот такие попытки происходят. Здесь ищем точку выхода с минимальными потерями. Либо вот на этой свече уже произошло. Как видите, долго не уходим в нашу сторону. Хвосты снизу рисуются, то есть уже имеется здесь опасность. Также забыли до этого сказать о безубытке. Мы рекомендуем переводить в безубыток вашу сделку после прохождения 20-25 пунктов. То есть, допустим, мы вошли в рынок, возьмем вот на этой свече вошли. Первое резкое движение в нашем направлении с таким пройденным расстоянием, то есть 20-25 пунктов, уже переводимся в безубыток. Не надо дальше ждать прохода там 30-35 пунктов. Зачем это делать? Нам 20-25 пунктов вполне достаточно, чтобы обезопасить нашу сделку. Да, будет, конечно, иногда выбивать эти безубытки, но, опять же говорим, это будет достаточно хороший, безопасный вариант. Так торговать тем, кто не имеет большого опыта, будет, конечно, намного безопаснее и спокойнее. И еще один пункт рассмотрим: выход с потерями или в ноль. Итак, вот на этой отбойной свече, обратите внимание, хвост сверху, тело небольшое ниже нашей линии. Мы вошли в рынок, а уже следующая свеча закрывается выше, без всяких хвостов сверху. То есть мы закрылись выше, все, ищем точку выхода уже на этой черной свече с минимальными потерями. Практически в ноль здесь и получилось выйти. Небольшое исключение из данного правила. Обратите внимание, вот мы вошли в рынок на этой свече отбойной, цена пыталась пойти вниз, затем все-таки закрылась выше нашей линии, но имеется довольно значимый хвост сверху, который говорил, что имеется еще вероятность дальнейшего снижения. Конечно, нужно быть здесь внимательными, осторожными, но выходить пока не нужно. Если следующая свеча закроется выше этой линии, конечно, уже будем выходить. Но в данной ситуации, если именно эту сделку рассматривать, мы бы увидели, что еще и отбой от горизонтального уровня происходит, никак не пробиваем его. Следовательно, конечно, здесь шансы на снижение у нас были достаточно неплохие. Вот, в принципе, все, о чем мы хотели сегодня сказать. Все это у нас написано и на сайте strategifoyu.ru, и в самом сервисе платных сигналов. Можете прочитать, ознакомиться. А с вами был Сергей Гаспарян. Спасибо за внимание. Желаю вам успешной торговли. До свидания.